Приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте, как всегда, посмотрим, что происходит на крипторынке, посмотрим интересную статистику, главные события и новости крипты. В конце видео, как обычно, несколько графиков. Объем торгов за 24 часа по альткоинам у топовых монет снизился, естественно, без учета эфириума это. Раньше было в районе 4-5 миллиардов долларов за сутки, теперь не дотягивает даже и 4. Наибольший рост показывает монета Anchor Protocol, плюс 21,1%, а наибольшее падение, минус 16% у монеты THORChain. Биткоин же за сутки скорректировался на минус 5,6%. И на этом снижении процент предложений в профите также показал нисходящее движение. Теперь у нас в профите находится 65,65% всего предложения. Мувинги профита и потерь от компании WhaleMap. Мы по-прежнему находимся вблизи, но теперь произошло пересечение. Мувинг профита находится выше мувинга потерь. И нужно показать какое-то значительное расхождение этих мувингов, чтобы делать более серьезные выводы. Также хочу порекомендовать вам платформу для автоматизации криптотрейдинга BitsGap. Она создана для получения прибыли от волатильности криптовалют. BitsGap поддерживает 24 крупнейшие и наиболее популярные криптобиржи. Главной, но не единственной особенностью этой торговой платформы являются боты, автоматизированные алгоритмы, совершающие микротрейды круглосуточно 24/7, вне зависимости от состояния рынка. В среднем в месяц выходит около 100 тысяч трейдов. В первую очередь BitsGap подойдет тем, кто не имеет большого опыта в трейдинге. К тому же на платформе есть возможность потренироваться на демо-аккаунте, не рискуя своими деньгами. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите 7 дней бесплатного использования платформы. Индекс страха и жадности показывает сегодня цифру 22, снова вернулись в экстремальный страх. Вчера была цифра 33. Вот так за несколько дней из нейтральной зоны мы переместились уже снова в экстремальный страх. И, кстати, стоит отметить, вот на такой диаграмме это будет более четко видно. Цена у нас не упала до лоев, по-прежнему у нас здесь тренд восходящий, лои повышаются, хаи повышаются, но страх показывает такой уровень, какой был на самом дне. Сентимент пользователей Твиттера выглядит позитивно, что, естественно, дает обратный сигнал. Цена у нас снижается, а позитив в Твиттере увеличивается. Люди рассчитывают на то, что сейчас произойдет отскок, и мы полетим наверх. Но, судя по истории, чаще всего бывает совершенно наоборот. По данному индикатору у нас здесь негативный сетап. Посмотрим лонги и шорты по биткоину за сутки. Лонги выросли почти на 2%, шорты выросли на 5,2%. И тот показатель показывает восходящее движение. Вот здесь более наглядно видно, что лонги постоянно у нас растут, а вот шорты падали и решили остановиться. Все-таки желающих прикрыть шортовые позиции стало меньше. А вот у лонгистов желание лонговать пока не отбили. Вполне возможно, в скором времени это сделают. За сутки у нас ликвидировано более 65 тысяч трейдеров, забрали у них 230 миллионов долларов. Более 85% из всей этой массы это лонгисты, что в принципе и подтвердило тенденцию, которую я озвучивал в прошлом ролике, когда у нас несколько дней подряд достаточно ровное значение ликвидации, значит в скором времени произойдет вынос в ту или иную сторону. В этот раз вынесли лонгистов, показав хорошее снижение цены. И при этом цена у нас не опускалась ниже зоны, где собрано наибольшее количество стопов. Вполне возможно, цену могут додавить и сюда, чтобы собрать и протестировать, посмотреть, какие суммы будут ликвидированы именно при цене 37,7. Шортовые ликвидации на данный момент выглядят вот так. Достаточно все логично. Задрали цену наверх, но при этом ликвидации ниже предыдущих. И погнали цену вниз собирать лонгистов. Обновилась информация по позициям на Чикагской товарной бирже. Крупные игроки закрывают как лонги, так и шорты, в большей степени шорты. Мелкие же игроки закрывают и то, и другое, но больше закрывают лонги. То есть опять вроде бы и та когорта закрывает, но здесь разное понимание рынка. Эта информация у нас на 1 марта. А здесь у нас общий объем переводов на бирже, именно долларов. Видим, что данное значение подбирается к уровню, который был при развороте летом 2021 года. Это, конечно же, дает определенную надежду, то что с текущих уровней ниже мы уже не пойдем перебивать вот этот лой. А возможно, коррекция здесь как-то затянется, но в долгосрочной перспективе все-таки будет движение наверх, так как мы уже посетили зону в 40 миллионов. Подобная же была и летом 2021 года. Посмотрим логарифмические уровни, приблизим локальную ситуацию. Направились мы снова на нижний уровень, который находится в зоне 37,200. Думаю, вполне вероятно сюда дойдем, как раз и соберем стопы ниже 37,7. Индикатор резервного риска снова у нас посетил зону, при нахождении в которой в приоритете покупки.
Вот так выглядит локальная ситуация. Мы уже несколько раз выходили туда и обратно. На истории редко такое бывает. Сначала зашли, вышли, опять уже посетили эту зону. Посмотрим, как будет торговаться цена. По сути, каждый выход из этой зоны подразумевает сигнал в лонг. Но снова отмена, и снова мы в этой зоне. Еще один индикатор, который показывает, что мы находимся в зоне покупки. Всякий раз, когда мы эту зону покидали, цена у нас шла наверх. Сейчас мы снова в этой зоне, но пока еще ее не покинули. Сигнала на покупку нет, но это опять-таки повышает вероятность того, что мы находимся в хорошей зоне для того, чтобы покупать. Ну или как минимум не сливать в минус. При выходе из этой зоны в приоритете цена пойдет наверх. Сейчас большинство новостей в мире криптовалют связано именно с ситуацией в Украине. Хиллари Клинтон раскритиковала биткоин-биржи за работу с россиянами. Не знаю, конечно, чем ей поможет блокировка всех россиян на криптобиржах, но бывший кандидат в президенты США даже разочарована тем, что некоторые криптовалютные биржи до сих пор продолжают обслуживать граждан России. Она считает, что экономическую деятельность России необходимо прямо сейчас изолировать любыми способами. По сути, она хочет действовать так, как действовал Путин в отношении Украины. То есть у него в голове есть какие-то мысли, что другая сторона может как-то поступить, и она хочет пресечь это. Возможно, этого не произойдет, возможно, этого никогда не произойдет. Она считает, что можно будет обойти санкции с помощью криптовалют, но хотя этого еще не происходит. И, возможно, никогда не произойдет, потому что, как в прошлом ролике уже было озвучено, есть несколько причин, почему этого сделать не получится. Но она все-таки хочет, чтобы полностью все биржи запретили транзакции даже для обычных людей. И некоторые криптобиржи так и делают. Вот, например, некоторые биржи из Южной Кореи ввели ограничения для пользователей из России. Доступ пользователям с российскими IP-адресами заблокировали BitHump, Upbit, CoinOne и Corbit. Мне кажется, блокируют средства россиян те биржи, где этих россиян практически нет. То есть им ничего не стоит заблокировать пару сотен человек, на их прибыли это никак не скажется. А вот, например, Binance категорически пока против блокировки пользователей из России. Как заявляет Чан Пенджау, пока Binance заблокировал только одного пользователя из России. Он подчеркнул, что компания подчиняется требованиям санкций, так же как и банки. Тем не менее, биржа не собирается блокировать всех пользователей из России, либо замораживать их активы. Как он заявил, у нас нет такой власти. Санкции затрагивают верхушку российского правительства, правоохранительных органов и даже военных. Мы не думаем, что компании или платформы в одностороннем порядке могут принимать решения о замораживании активов пользователей. Есть множество граждан России в Лондоне или Нью-Йорке, и на каком основании какой-нибудь генеральный директор британского банка может заморозить их активы. Мы должны следовать санкционным спискам, а не придумывать собственные санкции. По мне, так это достаточно здравые мысли. К тому же он подчеркнул, что не стоит хайпить на теме использования криптовалют россиянами для обхода санкций. По его словам, жители России представляют примерно всего 3% от общего количества людей, использующих криптовалюты. И доля криптовалют в их кошельках еще меньше. Но при этом об обходе санкций кричат со всех сторон. Также он привел еще одну причину. Даже если мы полностью заблокируем эту долю, разве что-то это изменит? Вместо криптовалют вам надо сфокусироваться на банках, нефти, газе и других мерах. Также он считает, что власти России вряд ли будут использовать криптовалюты для обхода санкций. Их слишком легко отследить. Ведь все транзакции в блокчейне доступны каждому, а анонимные криптовалюты имеют незначительную капитализацию по сравнению со средствами в распоряжении России. Важно и то, что существует множество небольших криптовалютных площадок, и даже если крупные биржи заблокируют пользователей из России, они просто начнут использовать такие площадки. А по поводу работы по санкционным спискам он сообщил, что команда Binance насчитывает около 500 человек, и они тщательно прорабатывают все эти санкционные списки, и несмотря на это, нашли они только одного человека, которого стоило бы заблокировать, и заблокировали его. После этого пояснив, что дело в том, что инструменты Binance не дают зарегистрироваться политически значимым людям, а подавляющее большинство россиян в санкционных списках относятся именно к таким персонам, поэтому они просто не имеют аккаунтов на бирже. Также они отказывают в регистрации членам семей таких людей, а также их адвокатам и так далее, всем, кто как-то связан с этими людьми. И за все эти годы они отказали уже в регистрации более 20 тысячам таких аккаунтов. Также он привел интересный пример. Спрошу по-другому. Должна ли кофейня в Париже отказывать в обслуживании всем россиянам и отбирать у них кошельки? Естественно, ответ нет. Мы не будем замораживать аккаунты миллионов непричастных пользователей. Но после этого последовала оговорка, что в случае принятия новых санкций биржа последует им. То есть, если, например, американцы примут санкции против
всех россиян, то, конечно же, они заблокируют всех россиян. А пока Binance работает по спискам как людей, так и банков. Они уже отказались от работы с санкционными банками и с санкционными людьми. По мне, так за последнее время это самая адекватная позиция большинства брендов. Но, конечно же, не все такие. Вот, например, крупнейший майнинг-пул Ethereum прекратил обслуживание клиентов из России и Беларуси. Решение было принято в соответствии с законом об отмывании денег на финансовых рынках. Теперь Беларусь и Россия в списке с Афганистаном, Камбоджей, Ираном, Ираком, КНДР, Сирией и Пакистаном. Так себе компания, я вам скажу. Компания PayPal и Revolut также остановили работу в России. Но при этом даже они не отобрали деньги у пользователей. Они запретили регистрацию новых аккаунтов и дали какое-то время для того, чтобы люди сняли свои деньги с их счетов. Швейцария заморозила российские криптоактивы. Я думаю, совсем мало людей, если такие вообще есть, из обычных людей имеются в виду. Те, кто держали свою крипту в Швейцарии, поэтому беспокоиться особо нет смысла. Эта конфискация как раз-таки больше направлена на отъем денег у санкционного списка. Как они пишут, они планируют конфисковать российские криптовалютные активы внутри своих границ, в том числе принадлежащие юридическим лицам и миллиардерам. А что Россия сделала в ответ на это? Заблокировала Facebook и Twitter, что, кстати говоря, не помешало мне сегодня в Твиттере найти кое-какую информацию для этого ролика. Все потому, что можно просто включить VPN, что, конечно, я и вам советую. В скором времени вы никуда не сможете зайти без VPN. Лучше позаботиться об этом сейчас, чем потом лазить по заблокированному интернету и искать, где бы что бы скачать. Согласно сайту Роскомнадзора, причиной блокировки Facebook стало ограничение социальной сетью доступа к аккаунтам ряда российских СМИ. Кстати, YouTube это уже сделал. Во многих странах аккаунты российских СМИ просто заблокированы. Доступ к Twitter ограничен на основании статьи такой-то, предполагающей такие меры к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, что, как вы знаете, на YouTube тоже есть. Поэтому эту причину YouTube можно тоже приписать. Думаю, если конфликт не завершится в скором времени, YouTube без VPN можно помахать ручкой. Ну и давайте посмотрим в конце на биткоин. Сразу скажу, мой биток продан. Тот биток, который я покупал вот здесь, можно это уже удалять. Я его покупал здесь, сработал у меня один лимитник, и все это дело у меня закрылось на вот этом проливе, примерно на уровне в 41,5. Закрыл примерно плюс 10%. Что у нас сейчас? Зону коррекции мы посетили, но ушли до таких значений, которые сломали здесь разволновку. Да, в приоритете у меня по-прежнему это восходящая структура, потому что она у нас будет сломана только тогда, когда мы выбьем вот этот стоп на 33 тысячах. До тех пор есть большое количество различных вариантов движения наверх, которые в приоритете. У нас здесь и хаи понижаются на данный момент, и лои повышаются. Все это пока идет в рамках треугольника. Вполне возможно, треугольник у нас не отсюда начинается, а это была волна W. Здесь будет у нас волна связка в виде треугольника и прострел наверх на завершение волны D. Об этом можно будет говорить, когда мы закончим вот эту коррекцию. Вообще, конечно, мы упали ниже 200-го мувинга, что не очень хорошо, поэтому падение может быть продолжено. На дневке мы также ниже 200-го мувинга, да и на часовике мы ниже 200-го мувинга, поэтому у нас на большинстве таймфреймов мы находимся локально в нисходящем движении, поэтому здесь я лонги пока не открываю, жду подтверждения разворота. Свой процент я забрал, лишь бы этот процент не забрала у меня биржа, заблокировав счет. Хотел бы показать еще вот такую штуку, это корреляция S&P 500, золота и биткоина. Если смотреть последнее движение, то у нас как S&P 500 сначала падало, потом росло, биткоин падал и рос, а золото идет в противоположном направлении. Когда все это падало, он рос, когда мы пошли в рост, золото падало. И сейчас S&P и биткоин также пошли вниз в коррекцию, а золото поперло наверх. Вот такая у нас корреляция-раскорреляция. Давайте посмотрим эти графики. Золото у нас бодро прет наверх. Если посмотреть дневной таймфрейм, здесь мы видим, что движение ослабевает. И в ближайшем будущем по золоту может случиться разворот, и мы пойдем достаточно бодро вниз. Если натягивать здесь Fibonacci на волну W, то мы пробили 0,618 и приближаемся к уровню 0,786. Думаю, это как раз таки и станет, если не глобальным разворотом, то остановкой роста золота. Давайте дальше посмотрим S&P 500. Что у нас здесь происходит? Сюда я уже кинул нисходящий канал. Здесь все выглядит достаточно грустно пока что. Но мы здесь находимся возле верхней грани этого канала. Также мы находимся прям вплотную к скользящей средней 200, что дает надежду на попытку
и, возможно, успешную попытку пробития наверх, закрепления и движения в восходящем направлении. Но это лишь предположение, по факту мы здесь видим пока что нисходящий тренд. Стоит также посмотреть и индекс доллара. Он у нас, как и золото, прет и прет вверх. Глянем на дневки. И здесь также видим, что данное движение ослабевает, индикатор показывает значение ниже. При этом мы вблизи серьезного уровня сопротивления, который на истории сдерживал восходящие движения и поддерживал нисходящие. Поэтому здесь вполне можно ожидать отскок вниз. А что же будет с рублем, когда индекс доллара пойдет вниз? На данный момент, давайте посмотрим на 4 часах, вот так выглядит курс доллара. Снова обе цели выполнены. 115 добили, удаляем. 123, 124 также посетили, удаляем. И мы видим здесь, как образовалась дивергенция на индикаторе. Это значит, что можем сходить в коррекцию по курсу рубля. В первую очередь, куда мы можем пойти в коррекцию, так это обратно вот в эту проторговку, спуститься в район сотни, чтобы разгрузить индикатор. Расчетная зона также совпадает с данной проторговкой, это район 106 долларов. Поэтому давайте подытожим. По рублю в приоритете сейчас сходить хотя бы в небольшую коррекцию, разгрузить индикатор, разгрузить дивергенцию. По индексу доллара также движение ослабевает и нужно сходить на коррекцию. По золоту находимся в завершении волны X, и также отсюда в скором времени можно ожидать коррекцию движения вниз. А это, как мы знаем, отличный шанс для биткоина также показать рост. Пока индекс доллара и золота росло, биткоин находился во флете. Когда, если не сейчас, во время коррекции двух этих показателей, дорисовывать волну D? Ну и S&P 500 также на этом деле может показать рост и выйти все-таки из нисходящего канала. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, устанавливайте VPN, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. Всем удачной торговли и счастливо!